Привет, друзья! Сегодня у нас грунтование номер 2. У нас уже было первое грунтование, грунт Тиффингрунт ЛКФ. Сегодня Grundierfarb ВП. Оба материала аллигатор. Grundierfarb ВП — это пигментированная адгезионная краска грунт. Вот. Мы будем ее использовать по рекомендации технолога аллигатор. Собственно, идем по технологии дальше, так как нам рекомендовано действовать. Пойдем посмотрим. Ну чего, мы уже работали над этим материалом, знаем, как это работает. Он хороший. Он реально выполняет свою функцию. Он и пропитывает, он и с кварцевым наполнителем, с песком. Как бы адгезия. Вообще классный материал, мне нравится, как он работает. Давайте вскроем и перемешаем его. Его обязательно перемешивать надо. Вот, сразу вляпался уже. Сразу перемешаем его. На дне песок. Так, нам надо отлить оттуда сюда. У нас есть мерное ведро из Леруа. Это концентрат. Он используется только с разбавлением с водой. 2 части грунта на 1 часть воды по объему. Здесь 20 килограмм и 13,6 литра. То есть его плотность 15 килограмм на 10 литров. 2 части грунта, 1 часть воды, будем смешивать здесь по шкале, пытаться. Но мы вам этого не покажем, как мы будем переливать, поскольку Саша будет наклонять, я буду 2 руками держать. Вот так, понятно? Сами себе показывайте. Я имею в виду, не сможем, ребят. Потом покажем. В смешанном виде. Кстати, покажи, как он выглядит вот чистый. Но какой густой. Густой прям. Почему мы так наливали? Мы так наливали аккуратно, чтобы не лезть сюда ничем. Поскольку мы будем, я не знаю, сколько у нас уйдет его, но мне кажется, что нам его хватит до конца этих потолков. А у нас будет пауза еще на стены, то есть стены будут обрабатываться не нами. И он будет в дальнейшем еще применяться после штукатурки, этот грунт. Поэтому я лично стараюсь его не пачкать внутри, вообще не лезть туда, чтобы, может, он и не испортится, а если испортится. Надо, чтобы это не испортилось. И дождалось нас. Сейчас еще и жарко. Короче, я хочу так делать, хочу очень аккуратно, туда не лезть вообще. Сейчас закрою и будем смешивать. Кстати, да, у нас получилось тут около 2 литров. Видите? Получилось? Да. 2 литра как раз. Угу. Так, командуйте. Командуйте. До 3? Да. Лей. Еще. Стоп. Да. Да. И сразу смешиваем. А эту закрываем. Все. Потом при необходимости еще раз смешаем. Если бы у нас был багроменный витраж, тут ведро рассчитано на то, что можно добавить, по идее. Или не рассчитано. Я не заметил, ну ладно. Если бы у нас был огроменный метраж, мы бы все сразу бы разводили здесь. Мы бы все сразу бы размешали прямо в ведре. Но нам надо по чуть-чуть, так проще. Так будет безопаснее в плане сохранности. Че, уже не такой густой, да? Ну такой. Ну и будем постепенно подмешивать. Здесь уже можно постоянно подмешивать, потому что песочек будет осаживаться, оседать. Как правильно будет осаживаться, оседать. И будем наливать себе в стаканы вот эти вот для покраски и обрабатывать кистями. Его можно наносить валиком и кистью, этот материал. Но у нас тут и гранка, и все что угодно, мы будем чисто вот кистями шлепаться. Вот так. Такой черпачок у нас своеобразный. Нормальный черпачок забыли где-то, а им туда лезть я не хотел. Чисто наливать в стаканы. Мечи стаканы на стол, да, вот прочую посуду. Фу. Не очень удобно. Не очень удобно. Ну, сколько-то можно, а потом из ведра нужно наливать дальше. Вот так, потихонечку. Кстати, вообще в целом про этот грунт. Я только что помыл венчик. Так, как чтобы эта штука не упала. Так, короче, я только что помыл венчик, видите? А руку не помыл. А руку я не смог уже помыть. У тебя не моющаяся рука? Да, он залип уже. То есть, реально, я сейчас голыми руками буду работать, и в конце дня я уже это не смою. Я специально сохранял одну на ногте,
на ноге, на ногте я сохранял одну ляпку этой ВПшки фактически месяц. То есть я специально не тер абразивом. Я мылся как обычно, но не тер абразивом. И на ногте эта штука у меня просуществовала месяц. То есть ты мылся абразивом, но ноготь Короче, не обрабатывал. это липучая тварь вообще. Это липучее что-то. Оно очень хорошо именно влипает, этот грунт. Чем он и хорош, собственно. И мы еще сейчас после первого грунта, после тифингрунта, мы пойдем еще этим. То есть то, что не взяло первое, возьмет это. И плюс еще, ну как бы песок, зацеп, адгезия и так далее. Вот так. Как и говорилось, материал рекомендуется наносить кистью и втирать. И дранку мы будем покрывать тоже. Вот. Видно пигмент, да, то есть она белая. Это краска грунт. И это не быстрая работа будет. Не очень быстрая. Но как-то так. И туда вот в щели вот эти трещины побольше, поскольку этот материал имеет свойства укрепляющие, в том числе и проникающие тоже. То есть что не сделал, вдруг не сделал тифингрунт ЛКФ, то сделает этот товарищ. По идее. Вот так вот она, эта краска грунт, грундирфарб ВП, прекрасно перекрывает какую-то желтизну. Вот. Камера даже лучше видит, чем глаз. То есть прям есть четкая линия, вот, где обработано, где не обработано. Вот. И также вот там. Так, это ванная комната. И вот сейчас посмотрим. Сейчас Саша, у нее тут свой собственный личный козлик. Посмотрим, как она закроет вот эту желтизну. Ну, не она, а грунт, как закроет эту желтизну. Вот сейчас посмотрим. Она обработает. Ну, у нее уйдет на это минут 40, наверное. 30. Запоминаем, как было. И посмотрим, что получится. Вот так получилась ванная. Угу. Ну да, минут 40 Саша красила ее. Вот так убралась желтизна с помощью грундирфарб ВП. Вот так получилось. Не вся, но в большей степени. Вот это место хотел еще показать. Вот в этой комнате. Вот. Где будет печка. Здесь я механическим путем наждачкой просто счистил вот это темное, что было. Это загрунтовано. И вот как действует грундирфарб ВП здесь, против желтизны. Видно, да? То есть, ну, плотно перекрыл, хорошенько перекрыл так. После грунта желтизна вышла. Угу. Вот так. Так, одной вот этой заводочки нам, ну, как бы на 3 литра готового продукта, 2 литра, как бы, 2 литра чистого вещества грундирфарб ВП нам хватило квадратов на 20. Мы сделали одну комнату, тут 13,5, сделали четверть вот этой комнаты. Здесь много дранки, она хорошенько так подъедает, драночка. Ну, поскольку у нее площадь большая. Вот. Тут 20 квадратов, где-то квадратов 5. И ванная, ну, тут 3,5, по-моему, квадрата. Около 20 квадратных метров. Если вообще учитывать развороты карнизов, то даже и больше, наверное. Так что вполне 2 литра чистого вещества на 20 квадратов, это получается в районе 100 миллилитров. Ну, нормально, наверное. Расход хороший вообще, такой, экономный получается, довольно-таки. И это потому, что мы изначально обработали тифингрунт ЛКФ, который хорошенько там все пропитал. Алексей, здравствуйте, Алексей. Экипировался, будем работать ВПшечкой, да. Будем работать ВП, грундирфарб ВП сюда будем наносить. Я хотел специально показать этот момент, поскольку у меня есть подозрение некое, что эта субстанция, вот эта вот, она работает против желтизны. Сначала тифгрунт ЛКФ мы выгнали желтизну сюда, то есть оно не было таким. Вот это место, где вот сейчас коричневое, реально коричневое, оно было по желтизне где-то вот такое. То есть, а сейчас оно вот такое. И сейчас посмотрим, как вот этот вот
пигментированный грунт, как он справится с желтизной. Давайте посмотрим. Здесь вот так, ну и здесь вот так. В процессе Алексею пришлось раздеться, поскольку снять свою шубу, поскольку, ну, как бы, на улице не очень жарко, но здание прогрелось сильно. 80 сантиметров все-таки стены, и тут довольно жарко. Но вот эта кепочка, вот этот щит, это грамотная тема. Я раз 20, наверное, мыл глаза, а может, вру, раз 10 точно. В общем, вот что получилось. Летит в глаза, да, ВП, вот Grundier-Farb ВП, песок этот летит в глаза очень хорошо, надо защищать их. Ну, если не лениво. Вот так получилось. Желтизна ушла. Ну, на данный момент так. Вот здесь было коричневое пятно. Все это было такое красное. Теперь вот так. Вот. Ну что, друзья, тут остался у меня фактически один участочек небольшой, вот Grundier-Farb ВП, показать что-то и рассказать. Поскольку мы двигаемся не поступательно одно, потом другое, нет, так не получается ввиду неких обстоятельств. Например, здесь доделывали стеночку, собственник доделал стену, и этот участок нельзя было обрабатывать. Так что мы ушли уже далеко в штукатурку. Собственно, это единственная комната, которая осталась для штукатурки. Вот здесь уже поделали. Чего я могу сказать прямо сейчас? Видите? Вот. Желтая полоса возле розетки. С той стороны нет, а с этой стороны почему-то есть. Так вот, этот Grundier-Farb ВП справляется с желтизной. Таки да. Как-то да. Вот непокрытое место. Слева покрыт. Справа не покрытое. Только там Tiefgrund. Вот. Желтизна какая, да? А здесь уже нет. Вот так. Вот так это выглядит. Сейчас поднимемся поближе. Расскажу свои впечатления. Так, вот. Ну что, здесь Tiefgrund. И если давить, я могу, в принципе, выдавить песчинку оттуда. А здесь... не могу. Это работает как дополнительный грунт. То есть Grundier-Farb ВП работает как дополнительный грунт. И поверхность, я не знаю, поверхность по ощущениям это что-то в районе 120-ки. Как 120-я наждачка. Я ощущаю как 120-ю наждачку. Вот, по ощущениям. Вот. Сейчас потрем. Есть зацеп, есть какое-то там зерно наполнителя, это работает. Как мы уже штукатурим, работает классно. Работает классно. Осыпаний непредвиденных нет. Размазывается по ней хорошо. Ну, когда что-то заделываем, там где-то трещину, еще что-то там. Размазывается хорошо по самой Grundier-Farb ВП. Мне нравится, мне понравилось, да, скажем так. Ну, сейчас покажу, как чего наношу. Хотя мне неудобно, у меня там стакан, надо все держать. Ну, сейчас посмотрим. Вот. Стараюсь вмазывать туда, прям за старую штукатурку, чтобы туда заливалось. Промазываю дранку. Дранка живет. Дранка реально поджирает этот грунт, поскольку у нее большая площадь. Вот. И вот так она размазывается. Вот так. Дранки много пустой. Вот сколько там. И расход такой приличный. Именно из-за дранки. А где идешь по потолочку, вообще, ну классно. На потолке, на голом потолке расход минимальный. Поэтому, если нам нужно будет еще делать какие-то проходы, они будут уже более экономными. Ну, в плане, как бы, экономия самого материала. Ну вот, так наносится кистью. И в конце, когда здесь сделаем, оно будет выглядеть вот так. Вот. Хорошо, он работает лучше, чем если бы его здесь не было. Наверное, можно так сказать. Нравится его работа. Да, и возвращаясь вот к розетке,
Нигде, где бы мы ни заделывали, ну там мы еще не обрабатывали, поскольку только недавно сделали здесь стеночку. Где бы мы ни делали, вот видите, желтизна. И вот где только грунт, где штукатурка, желтизны нет. Вот чуть-чуть какое-то напоминание, может быть, чуть-чуть вот здесь полосочка. А так, я не вижу какой-то жести вообще. То есть, это же мокрая, штукатурка мокрая. Она бы, по идее, должна вытаскивать. Угу. Вот такой вот. Я вижу пока, в данный момент, пока я вижу вот такой вот плюсик. Кроме заявленных всех свойств, еще вот это вот, некое перекрывание желтизны. Вот тут не то, что желтизна, это уже коричневость прям. Это такое, это мы уберем, конечно. Но все равно не очень-то приятно. Так, чуть не забыл. Вроде же нигде не говорил. В расшитые трещины. Вот, везде. Расшитые трещины, саморезики. Везде вмазываю. Вот. Чтобы дополнительно пропитать стеночки вот эти. Вот так. Я имею в виду стеночки, трещины. Вот, туда-сюда. И здесь, везде хорошенько промазываю. Дополнительное грунтование. Это мне смешно такое. Я такого не знал раньше, что так можно. Честно, я не знал. Теперь знаю, что вот так работает, бывает. Туда, в эти стеночки, вот здесь еще есть у самореза, там где саморез, у Паттайя, скажем, там же тоже стеночка, тоже можно хорошенько туда вмазать. Вот. Видите, какое желтое было? Ага, уже не такое желтое. Да. Что ж, друзья, грунтование Grundierfarb VP, второе грунтование, закончено, и как-то надо что-то подсуммировать, наверное. Не помню, говорил или нет, но все равно скажу. Время высыхания 12 часов. Состав водный. Запаха какого-то весомого, понятного мне запаха нет. Может, у меня обоняние притуплено немного, но все равно, я его... Чувствуется, что что-то есть, там какое-то, что-то мокрое, какая-то жижка мокрая. Какого-то неприятного нет. Вот. Минусы, плюсы. Для меня очень весомый минус. Я очень не люблю все эти очки, маски и так далее. Оно всегда запотевает, всегда летит в глаза. Вот это минус, который я вижу. Песок летит в глаза. То есть в составе этого грунта песок, и он летит в глаза. Плюсы. Плюсы, не плюсы, не знаю, что такое плюсы. Он работает как заявлено, он пропитывает, он создает адгезионную, адгезионный слой. Причем это слой, даже я неправильно выразился, это не слой будет. Он создает поверхность, которая хорошо подходит под следующее покрытие. Почему не слой? Потому что он не дает пленку. Нет пленки, он ее не дает. То есть он просто впитывается весь туда. И остается там связанный песочек вот этот его только на поверхности. Я говорил, по-моему, да, что когда ведешь рукой, что-то в районе как 120-я наждачка получается, что-то такое. И в работе, а здесь мы уже подштукатурили, да, мы фактически все поштукатурили. В работе так, скажем, лучше, чем если бы его не было. С ним лучше, чем если бы его не было бы. Я что вспомнил, может быть, в ролике не говорил еще, я не помню, что это снимал, я снимал продолжительное время, по чуть-чуть. Момент еще такой, что он не дает выхватывать воду из штукатурки, то есть вода не выхватывается в основании очень быстро. То есть он работает как должен работать. Нормально. Нет, не нормально. Нормально это когда было бы обычная грунтовка. Это чуть лучше, чем нормально. Это лучше, чем нормально. Это не реклама. Если мне попадется в руки какой-то подобный продукт, я попробую, и он будет работать так же, я скажу, да, вот это классно. Да, это классно. Grundierfarb это классно. Кто работал L66 плюс Grundierfarb P, который растворительный, это Grundierfarb VP, разбавленный водой, это оно. Только без растворительного запаха. Соответственно, возможно, оно чуть похуже работает по сравнению с растворительными товарищами. Но этого я не знаю. Это можете спросить у технологов. Фух, устал разговаривать. И, в общем, хорошо. Все хорошо, пока хорошо. Хорошо идет.
Грунт работает. Первый грунт сработал, второй грунт на нем, а мне это удивительно, 2 грунта, ничего себе такое. Ха-ха-ха, ну так, ну такая технология, ну ладно. Технология, значит, будем делать по технологии. Хорошо, всего вам доброго, до свидания, пока-пока. Вспомнил, вставочка, грунт же пигментированный, он светленький. Когда хорошее освещение, видно, где работать. Он же с красителем, он проявляет дефекты, лучше их выявляет для меня, как для рабочего. То есть я их лучше вижу, особенно когда хороший свет. Вот, чё.